Снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас 23 марта продолжается, и сегодня следующий материал посвящен военной сводке. Итак, что у нас сейчас происходит на линии фронта? Основные события сейчас развиваются в районе от Горловки до Курахова. Началось уже по сути сражение по всей линии фронта, причем войска ДНР атакуют не только в районе Горловки, Верхнеторецкая уже взята и уже пошли войска дальше, атаковано еще Пески, идет атака в районе Марьинки и идет атака в районе Курахова. То есть по сути российские войска и войска ДНР наступают сразу на 4 направлениях, рассекая группировку украинских вооруженных сил в составе 4 механизированных бригад, пытаются рассечь ее сразу на 4 части. Причем очень похоже, что в районе Горловки основная линия обороны уже прорвана, потому что вчера наступление развивалось намного более успешно, чем позавчера, позавчера. И если и далее развитие событий будет идти по тому же сценарию, я думаю, в целом линия обороны будет прорвана через несколько дней. Тем более, и на самом деле во многом благодаря этому, вот прорыв этой линии обороны был обусловлен тем, что здесь были применены сверхтяжелые артиллерийские системы. 203 миллиметровые САУ «Малка», против попадания снарядов которых укрепления, которые были созданы украинскими вооруженными силами, оказались бесполезными. Также очень примечательна была сегодняшняя атака, вернее ночная атака на Пески, а это по сути охват Авдеевки с юго-запада и с запада. То есть очень похоже, что цель этой операции взять Авдеевку в кольцо. А еще формируется еще одно кольцо вокруг той группировки, которая засела на северных окраинах Донецка, потому что Марьинка в целом уже зачищена, и войска Донецкой Народной Республики пытаются развить свой успех. Российские же войска тем временем ведут наступательные действия на реке Сухие Ялы, а еще они пытаются охватить Курахово с запада, чтобы обойти вот этот укрепленный район и пойти дальше. То есть идет атака сразу на 4 направлениях с очень большой вероятностью рассечения и уничтожения группировки вооруженных сил Украины на этом направлении. Также уже вчера начали приходить сообщения о том, что интенсивность боев южнее Изюма очень быстро нарастает. ВСУ подбрасывают крупные резервы, и они пытаются сбить российские войска с их позиций южнее Изюма, пока они не успели перегруппироваться, и таким образом выйти обратно в южную часть Изюма и закрепиться на реке Северский Донец. Сегодня ночью была предпринята отчаянная атака в этом направлении, но по тем данным, которые есть у меня, она успеха не достигла. По сути, сейчас там идет большое встречное сражение с большими шансами на то, что российские войска сумеют здесь перемолоть резервы вооруженных сил Украины, чтобы потом дальше развивать наступление на этом направлении, а также в сторону Лозовой и Первомайского. Ну а самое главное, что в случае проигрыша этого сражения, а я думаю, что проигрыш сражения со стороны ВСУ он уже предрешен, дальше уже нависнет непосредственно угроза над Краматорско-Славянской группировкой ВСУ, ну и вообще над всей этой северной частью Донбасского фронта. И о том, что все действительно не очень хорошо в ВСУ на этом направлении, говорит тот факт, что все больше сообщений вчера мне в личку приходило от жителей той же Лозовой. Кстати, по Лозовой тоже был не случайно нанесен вчера удар, был уничтожен вагоноремонтный завод, который сейчас превратился в танкоремонтный завод. Да? То есть наносятся удары по местам скопления противника в районе Дружковки, Краматорска, Константиновки. А еще пришли сообщения о том, что в Первомайском, в Лозовой вооруженные силы Украины спешно оборудуют огневые точки внутри городов в высотных зданиях на верхних этажах. Это говорит о том, что эти города быстро готовятся к обороне. Значит, командование вооруженных сил Украины отдает себе отчет о том, что очень долго там группировка продержаться украинская не может. И все готовится к тому, что придется ей отступать и пытаться удержаться за Первомайский и Лозовую. Ну и за Барвенкова, безусловно, куда же без него. Ну и на этом фоне приходит очень интересное сообщение из Польши. Похоже, что Польша готовит реализовать свой сценарий. Не исключено, даже очень похоже, что это сценарий, ну назовем его условно, польская весна. Какой-то аналог своеобразных событий крымских 2014 года, когда Польша может под тем или иным предлогом ввести свои войска на территорию Западной Украины, чтобы дальше эту территорию присоединить к своему государству. То есть так называемые восточные кресы по итогу могут присоединиться к Польше. Понятно, что это произойдет не сегодня, не завтра и даже, скорее всего, не послезавтра. Но Польша усиленно начала готовиться именно к реализации этого сценария. А значит, абсолютно не исключена вероятность, что вооруженные силы Польши и вооруженные силы Российской Федерации могут столкнуться на территории Украины. Но к НАТО это не будет иметь никакого отношения. Хочу сразу напомнить и успокоить моих зрителей. Когда страна-член НАТО вводит свои войска на какую-то другую территорию без согласия всех членов НАТО, это ее личные проблемы.
Но то, что этот вариант является одним из ключевых, говорит тот факт, что вчера было сообщено о том, что российских дипломатов, 40 человек, выселяют из Польши, выдворяют, по сути, из Польши. Также приходили сообщения о том, что внутри российского посольства в Варшаве жгутся документы. То есть все говорит о том, что обе стороны прекрасно понимают перспективы того, что может произойти. Вот такая вот новая фаза эскалации кризиса на Украине. Ну, в целом, на самом деле, ожидаемо. Вот это то, что я хотел сказать в данном выпуске. То, что будет происходить дальше в течение всего дня, я постараюсь осветить в следующем своем обзоре уже сегодня вечером. До свидания.